В роскошном ресторане на самом верхнем этаже одного из самых дорогих небоскребов города миллиардер Виктор Каримов, как всегда, наслаждался ужином. Он сидел за столом, наслаждаясь видом на огни ночного города, и не обращал внимания на людей вокруг. Обслуживал его официант, молодой чернокожий парень по имени Майкл. Виктор был известен своей высокомерной манерой общения, но в этот раз он превзошел все ожидания. Не дождался, когда Майкл подаст ему вино, и сам схватил бутылку, резко швырнув ее на стол. Официант, заметив его грубость, попытался извиниться, но миллиардер не сдержался. «Ты что, глухой, или просто не умеешь работать? Сколько я тебя просил быть внимательнее?» Майкл был озадачен. Он молчал, чувствуя, как его лицо заливается краской. Вся сцена привлекла внимание других гостей ресторана. Каримов продолжал унижать официанта, не стесняясь в выражениях. Словно этого было мало, он бросил деньги на стол, не оставив даже чаевых, и грубо приказал: «Счет принеси, если сможешь». Но карма не заставила себя долго ждать. Вскоре видео с инцидентом появилось в социальных сетях, и люди не могли молчать. Общественность была в ярости. Как может человек с такими деньгами так унижать другого, и не важно, какой у того цвет кожи? Прошло всего несколько дней, как акции компании Виктора начали стремительно падать. Люди начали бойкотировать его бизнес, и даже крупные инвесторы начали отказываться от сотрудничества. На фоне общественного возмущения СМИ все чаще поднимали тему его поведения, и вскоре Виктор оказался в центре скандала. Он пытался оправдаться, обращаясь к журналистам и давая интервью, где утверждал, что произошедшее было недоразумением и что его поведение не отражает его настоящего отношения к людям. Однако слова не помогли. Общественное мнение уже было сформировано, и каждый его шаг только ухудшал ситуацию. Через несколько недель Виктора исключили из списка директоров компании. Это был конец его карьеры. Все, что он строил годами, рухнуло за несколько дней из-за одного неосторожного поступка. На выходе из компании его встретил не Майкл, а множество людей, поддерживающих его. Они больше не смотрели на него как на миллионера, они видели его как человека, который потерял все из-за своей безжалостной гордости и пренебрежения к другим. И в этот момент, когда он стоял перед толпой, ему стало ясно, что в этой жизни не всегда деньги решают все. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.